Всем привет! В этом видео мы продолжаем делать шлем викинга. Верхняя часть у нас готова, теперь нужно делать полумаску. Это вот такая деталь, которая служит для защиты лица. Да, это не полноценное забрало, которое может полностью защитить от практически любого удара в вашу башню любым оружием, но без нее намного хуже. И доспехи, как и все в нашем мире, постепенно развивались. Это, по сути, примитивное раннее забрало для защиты лица. Первое, что нужно сделать, нарисовать в размере нашу детальку. Примерно это сейчас у меня здесь и сделано. У меня есть высота правильная, есть ширина. Дополнительно ее проверяем, прикладывая к нашей верхней части, чтобы визуализировать для себя уже как бы готовый шлем, чтобы понять, что все хорошо, все похоже. Самый простой способ сделать эту детальку — взять стальной лист, нарисовать, взять болгарочку, выпилить внешнюю сторону и потом выпилить внутреннюю сторону, ну и доработать зубилом, напильниками или бормашинкой. Это самый простой способ, но мы пойдем другим способом. Итак, есть огромная вероятность того, что вот эти места на полумаске являются не цельной конструкцией, как бы цельным куском металла, а как будто бы две половинки обода заходят друг под друга и прошиты здесь заклепкой. Это вполне себе логичная сборка, я думаю, для средневекового мастера, потому что получить вот такую пластину стали, узенькую и длинную, намного проще, чем вот такой огромный лист, из которого потом нужно все это повырезать, повыбивать и так далее. Поэтому мы сделаем следующим образом. Мы сделаем вот такой брусок стали, надрубимся. Где-то в этих местах, наверное, мы сделаем надрубание, для того, чтобы сформировать нижние крылья вот эти. Мы их отогнем сюда и поведем в эту сторону. Сформируется вот такая вот хрень. Верхнюю часть детали мы надрубим вот так. И образовавшийся материал на рожке мы перетянем, вытянем вот в эту сторону. Вот так, вот так, вот так. И, в общем, дотянем в форму нашей полумаски. И в этих местах мы сделаем отверстие. Это сложнее, но зато это по-кузнечному. Как было сделано точно, я не скажу. Мне интересно попробовать вот такой вариант. Вот кусок ржавой стали, с которого мы это все сделаем. В самом начале я возьму этот цилиндр и расплющу в полосу. В этом мне поможет мой пресс.
Это наша будущая полумаска. И если я разверну эту сторону в прямую, у меня уже деталь не будет влазить просто в горн. Поэтому сейчас я доверну верхние части так, чтобы у меня сузилась ширина вот эта. Тогда я смогу закладывать в горн и дотягивать уже эту сторону, этот отрезок. Погнали. Работа с горном пока что закончена, потому что мне теперь жутко неудобно. Когда я прогреваю всю заготовку и держу за один край и бью по другому краю, то у меня деформируется все. А мне теперь нужно подправить все уголки, толщину этих дужек, общую геометрию и так далее, и так далее. Поэтому сейчас я буду пользоваться резаком. Да, это точно не средневековый метод, но по-другому у меня получится очень долгое изготовление. А мне все-таки нужно его закончить еще в этом веке. Я специально согнул полумаску, чтобы посмотреть, как оно смотрится на шлеме. Вроде бы плюс-минус похоже на что-то такое. Для дальнейшей работы мне его нужно разровнять и начать выводить мелкие нюансы. Полумаска уже очень хорошо похожа на то, что должно быть. И сейчас интересный момент. Мне показалось, что на артефакте вот эти уголки, они склепаны и, наверное, сварены на кузнечно. И именно это я попробую сделать. Только перед тем, как работать с нашей готовой полумаской, я попробую на простом куске железа и проверю, вообще получается ли у меня сделать что-то наподобие кузнечной сварки или нет. Повторюсь, кузнечную сварку я пока что никогда не делал, и этот вопрос мне еще нужно изучить. В качестве опытного образца у меня будет просто кругляк ST3. Я расклепаю оба кончика, весь прутик загну в кольцо и попробую эти расклепанные концы склепать на кузнечно. Ну что ж, попробуем.
Получилась вот такая фигура, и сейчас я проверю, вообще хоть как-то схватилось тут на кузнечно или нет. Я попробую разогнуть, разорвать эту часть и посмотрим, что получилось. Я только что гнул вот эти отрезки, я их разгибал, и по идее у меня было усилие на вот такой разрыв. Пока что не треснуло, не разлезлось. Попробуем вот сюда ударить, оторвать вниз, получается. А ну. Ха. Нет. Прокручивается. Блин, кажется, это моя первая кузнечная сварка в жизни. Вроде слепилась. Так, давайте пойдем в тиски сейчас. Хорошо. Зажимаем один край, а бить будем по другому краю. Вот так вот. Этот хвост заходит на другой, и я буду бить вот сюда. Если оторвет, значит кузнечной сварки тут нету. Если не оторвет, значит я молодец. Так. Ага. Оторвало, но не сразу. То есть хоть как-то склеено оно было. Угу. И я думаю, что для моей полумаски этого хватит. Тем более, что эти концы я дополнительно еще прошью заклепкой. И пробью это тоже на кузнечно, то есть пробью на горячо. И на полумаске это будет очень хорошо. Я наметил, как еще финально подрежу верхнюю бровь. Я опять отогну нижнюю, чтобы подчистить, подправить. И вот после этого я попробую склепать эти две части. Нужно понимать, что здесь я склепал и получил довольно плоскую форму. В то же время, как у артефакта, есть выраженная маленькая гулька здесь. Я это все проанализировал и понял, что так сильно бить, чтобы сделать сварку, у меня не получится. Я его прибью чуть-чуть, оставлю, чтобы был холмик, который формирует нашу верхнюю бровь. У нас получается такая полумаска, которая в некотором смысле, что ли, антропоморфна. То есть какое-то имитирование человеческого лица. Бровь. Теперь нужно подточить и начать его бить на горячо. Итак, кажется, склепал. Да, практики кузнечной сварки мне, конечно же, не хватает. И здесь я боюсь даже проверять, есть ли тут какая-то кузнечная сварка или нет. Но как минимум выглядит интересно. Возможно, наш артефакт выглядел именно так. Теперь я обнаружил следующую проблему. Смотрите. Одна глазница шире другой. Вот проверяем. 6,5. А здесь
примерно 6. То есть нам не хватает ширины вот в этой глазнице. Выход есть. Сейчас аккуратно на горячо я буду сбивать дуги, чтобы они удлинились. Таким образом, я всю эту зону вытяну в эту сторону и компенсирую эти 5 мм, которых не хватает. А перед этим я закручу сюда болтики, для того, чтобы мои вот эти концы не разъехались и не разлепились. Я все-таки надеюсь, что хоть как-то оно держится там. Подправил глазницы. Да, может, не идеально. С одной стороны у меня 6,4 мм, с другой стороны у меня 6,3 мм или 2 мм. Тут еще в зависимости от того, как точно поставить линейку. Надеюсь, что на глаз, вот сейчас вот в кадре, разницы сильно не видно. Что ж, теперь один из главных этапов работы. Мне нужно согнуть полумаску и установить на купол. Сейчас еще один нюансик нашел, который мне не нравится. Я побоялся расплющивать мои концы очень сильно. Ну, я это делаю первый раз, поэтому было стрёмно. И получилось так, что нижняя часть, она слишком толстая. А раз она толстая, то мы будем иметь некрасивую щель вот в этом положении. Там, наверное, не видно, но, в общем, она там будет, эта щель. И чтобы ее не было, или чтобы она была меньше, я сейчас болгарочкой сточу зону внутри. И после этого я уже установлю полумаску на шлем. Очередной этап изготовления завершен. И сейчас уже вполне видно, на что должно быть похоже конечное изделие. Есть и полумаска, и верхняя часть шлема, и в обоих из этих деталей есть ошибки. Например, купол недостаточно высокий по соотношению к артефакту. А по поводу маски, она недостаточно толстая, потому что оригинал имеет хорошую толщину. И за счет этого в такой толщине можно было бы сделать пропилы и вложить цветной металл, как это есть на артефакте. Здесь у меня этого не получилось. Я на этапе ковки полумаски ошибся со своими заготовками, толщиной, и поэтому она у меня получилась тоньше, чем я хотел. Но здесь вполне присутствует стиль, соответствующий артефакту. Вещь довольно узнаваемая все равно и имеет определенную эстетику, присущую артефакту. На сохранившемся шлеме есть некоторые отверстия в ободе. Причем эти отверстия не характерны для бармицы, то есть для кольчужного полотна, которое бы висело здесь. И от чего они были, мы уже не узнаем. Часть реконструкторов считает, что тут мог быть нащечник, схожий с римскими шлемами. Эта теория недоказуемая, но имеет свою логику. А еще нащечники, конечно же, увеличивают защиту и выглядят красиво, поэтому здесь я, наверное, добавлю эти нащечники. И толщину здесь сделаем маленькую, примерно 1,5–1 мм.
Когда мы пробиваем с одной стороны, с другой стороны будет след. И по этому следу можно надрубить обратно в этот же надрез. Рубится довольно быстро и просто. С нащечниками шлем выглядит интересно. Хотя наличие нащечников к этому шлему, сомнительно. Есть интересный ролик, где ребята рассказывают про шлем из Garmin View и его историю. Советую глянуть, ссылка будет в описании. Если вкратце, шлем был найден в очень ужасном состоянии, вообще в разобранном состоянии, разбитом, и его собрали как могли ученые. Найден он был во времена Второй мировой. А в 2018 году один ученый пересобрал этот шлем и очистил от лишней ржавчины. И я для себя увидел некоторые нюансы, о которых не догадывался до этого. Во-первых, в этих местах есть заклепки. Их я тоже сделаю. Во-вторых, склепка вот этой зоны выглядит немного по-другому. Такое ощущение, что этот край заходит на этот, заворачивается под него и потом еще прошивается заклепкой. Но мне нравится и этот вариант, и он такой уже будет здесь. Ну и в-третьих, есть некоторые борозды, которые, скорее всего, заполнялись каким-то цветным металлом, но я сделаю просто красивые насечки, имитирующие этот уникальный дизайн шлема. Легкое декорирование завершено, и теперь шлем нужно отжечь. Дело в том, что у меня здесь углеродистая сталь, и я ее очень сильно наклепывал, поэтому у меня образовались внутренние напряжения. С помощью отжига
я их уберу. Отжиг делается так. Ложим в печку шлем, нагреваем до градусов 800, выключаем и не достаем шлем и даем остыть печке и шлему вместе. Примерно часов 6-8. После этого можно будет калить, шлифовать и собирать. На этом на сегодня все. Отдельная благодарность патронам и патронессам этого канала. Спасибо еще вам огромное. Ну и всем пока!